Всем привет! Сегодня буду делать домашнюю моцареллу всего из 2 ингредиентов. Приятного просмотра! Возьмем домашнее молоко хорошего качества, магазинное не подойдет. Я взяла 4,5 литров. Прогреваем до температуры 50 градусов, это важно. На такое количество молока я буду использовать обыкновенный уксус 9%, 10 столовых ложек. Постепенно помешивая молоко, вливаю уксус. Этот процесс я не стала ускорять, чтобы вы могли видеть, что происходит с массой. Вот уже, посмотрите, начинает наматываться на ложку. В конечном итоге должна отделиться сыворотка и стать такой зеленоватым оттенком. Смотрите, какой у нас получается большой шар. Даже ложка гнется при попытке переложить его полностью, поэтому беру частями. Следующий этап немаловажен. Будем отжимать лишнюю жидкость сыра. Если этого не сделать, моцарелла получится водяной. Сначала отжимаю ложкой, затем перехожу на руки. После того, как жидкость ушла, переходим к следующему этапу. Включаю огонь и нагреваю сыворотку, которая у нас осталась. Для того, чтобы моцарелла была подсоленная, всыпаю соль из расчета 1 столовую ложку на литр жидкости. Доводим температуру до 70 градусов. Выключаем нагрев. Начинаем прогревать и растягивать сыр. Опускаем моцареллу в горячую жидкость и растягиваем. Чем лучше растянем, тем более тягучей будет наша моцарелла. И это, конечно же, очень горячо. Одевайте перчатки.
Посмотрите, как он тянется. Это просто что-то удивительное. Когда мы закончили растягивать сыр, начинаем формировать его вот в такой шарик. Ну и на завершающем этапе нам понадобится ледяная вода. Можно даже лед туда положить. Формируем будущую моцареллу. Можно формировать маленькими кусочками, они идеально подойдут в салате. А можно большим комом. Так как я буду использовать заготовку на пиццу, я сделаю шар. Оставляем в ледяной воде на стабилизацию. И, конечно же, давайте узнаем, сколько у нас получилось моцареллы из 4,5 литров молока. $582 грамма. Вау, превосходно! Это намного дешевле, чем в магазине, и вкуснее. Конечно же, я не могла дождаться полной стабилизации, поэтому я уже решила ее отрезать и попробовать. Если вы будете соблюдать температурный правильный режим и брать качественное молоко, то у вас все получится. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой моцарелле. Всем пока, до новых встреч!